Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками, добро должно бить кулаками. У нас Guardian Quest, новая серия номер, по-моему, 4. Ох, сколько у нас уже этих серий. В общем, да, давненько не стримил, 2 недельки на работу вышел, в общем, за пары всякие. Ну, я думаю, ничего страшного. Сейчас мы вспомним и быстро сольем. Итак, у нас королевский режим, бесконечное путешествие. Продолжаем. Я все раскидал с утреца еще вчера. Все нам уровни, все очки, характеристик, карточки, все пробалансировал, все вспомнил. Экипировку, кстати, раскидал, классную мы добыли. Ну, в общем, вкратце давайте, чтобы вспомнить, что у нас за герои, кем мы играем. Макрови использует кровотечение, и за счет этого кровотечения себя хилит, снимает всякие проклятия противника. Ну, на противника просто вешает и дополнительный урон наносит. Вот этими. Так, где у меня? У меня одно кровавый удар только, да, я второй выкинул, вторую карточку пока. Заблокировал ее, у меня их 2 было кровавых удара. Много карточек, еще он багровая пульсация есть, но я, в общем, решил, что данный ассортимент карт ему самое то. Кровавое копье, тут у нас есть пассивка, которая дает кровавые копья, опять же, за наложение кровотечения. В общем, здесь все завязано на кровотечение. Кроме вот огненного столпа, но этого оружия, где вот здесь в жезле, да, и в мече у нас разрыв. Ну, разрыв, кстати, тоже удачно совпало, что он тоже кровотечение вызывает. В общем, здесь все замечательно. К тому же я дополнительные карты взял тут 2 героям, открыл через поле навыков вот эти вот инкрустации синергии, так что теперь можно будет еще и импровизацию использовать. Ипокрит, здравствуй, бобра мне, спасибо за бобра. Так, этого вспомнили, тут, короче, кровотечение, все завязано на кровотечение. Здесь у нас на целительство, а именно на ее вот эту вот молитву, которая дает еще карты исцеления, которые тоже молитвы дают. Что нам это дает? Благодаря пассивке духовной точности мы можем критический урон, критический удар накапливать на своих союзников, на которых хилим. Ну, дополнительно мы, конечно, можем и сами вдарить так, что мама не горюй, потому что у нас есть очки канала, раскачивая которые мы можем использовать заклинание канала. Пока у нас небесный разряд и 2 слабых магических удара, это еще бронзовые карточки стартовые. Ну, в общем, и вжарить она может. Это на самом деле плохо. И лечить она может, и вжарить. Лучше что-нибудь одно, ну да ладно. Есть оберег духа, это карточка тоже бронзовая. Ну да ладно. В общем, чуть-чуть я ее тоже вкачал. И будем дальше уже золотыми, серебряными карточками как-то это дело выравнивать. Что-то брать одно, скорее всего, через хил полный она пойдет. Ну и Альфонсо, что это такое? Это хаос. Это у нас, ну, хаос в плане того, что у него никакой связи нету здесь практически. Пытался его через ловушки провести, но больше у него рулит быстрое убийство сейчас. В данный момент, то есть у него 2 карты быстрого убийства, я их обе качаю, обе уже 2-го ранга. Вот это не улучшенное, это улучшенное, тоже 2-го ранга, но улучшенное. Золотая карточка шоковая мина, это ловушка. И еще где-то у нас ловушка была, ну вот, шипастый земляк, которая дает кровотечение для нашего куда. Ну, в общем, вот какая-то более или менее такая тема пошла. Вот еще у нас, по-моему, в перчатке, да, в перчатке ловкое обращение дает 3 очка критического удара, проворство, вот что-то такое еще есть у нас. Я не знаю, оно не особо в тему у нас, все остальное. Яды всякие. Ну, поняли. Ладно, поехали играть. У нас длиннющая ветвь. Дойти до босса королева вампиров, королева проклятых, как была в предыдущем стриме. Босс тот же самый. Вассалы те же самые, но играть с ней мы уже в курсе как. Главное нам до нее дойти, не сдохнуть. Евгений вышел из отпуска, отобрали паспорт, заставили работать. Ну там немножко все сложно. Много чего усложнилось, накопилось, в общем.
Вообще никак не до стримов. Я каждую неделю пытался, и постоянно что-нибудь мне мешало. То яйца, то еще что-нибудь. Так, а где мы с вами пойдем? Там, где больше заплатят, да? Я люблю медленное, размеренное набивание мешка разного рода лутом. Просто золото. Так, просто золото. Потом здесь моя любимая карта пойдет. Что у нас по припасам? По припасам у нас плохо. Припасам плохо. Но тут можно будет вот здесь зайти. Сюда, сюда. Да, мне это нравится путь. На один предмет больше. Минимум один предмет мы там найдем. Попробовать по правой стороне. Тут потом два моих любимых места интересных будет. Правда, тут какая-то хрень опасная. А, ну тут мы можем в бок уйти вот сюда. О, ну все, короче, нормально. Я придумал. Тут и вон еще и кострище есть. Замечательно. Так мы с вами и потопаем. Да, так что первый враг вот этот. У врагов есть отточенный навык. Этих надо по 2 раза убивать, насколько я помню. Духов всяких. Ну попробуем. А, была не была, прорвемся. Кстати, игрушку обновил, новая версия загружается очень долго. У меня не знаю, как у вас, если вы играете. Минуту 2, наверное, черный экран с курсором. Зато с красивым. Вот ты смотришь на этот красивый курсор 2 минуты. В общем, страшно было. Я первый раз даже не дождался, пока она загрузится. Думал, какой-то у меня глюк. Но нет, каждая загрузка такая долгая. Итак, что у нас тут есть? Последний, да? Нам надо наверх тогда всеми уйти. Девушка у нас тормоз. По инициативе ходит почти последняя, предпоследняя. Плохо. Тут только ловушка будет. Всех врагов в передний ряд. Одна гадина, короче, здесь. Ай, ну можно, в принципе, девушку переместить как-то самостоятельно. Может, разбойник ее переместит в эту сторону. А куда тогда начнет уничтожение? Да, пожалуй, так и сделаем. Так, здесь у нас магический клин с могуществом, но мне пока... Я просто забыл уже, что здесь у нас могущество. Надо это в голове держать. Медлительность. Еще и здоровье поглощает. Ну ладно, поехали. Кровотечение и все такое прочее. Что тут у нас? Сопротивляемость ко всему, кроме хаоса. Ух ты, какая хитрая жук. Кровотечение на себя кинул, копье никакое мне не добавило. Значит, только когда на врага накладываю, да? Так я и не понял, как это кровавое копье работает. По описанию тут довольно расплывчато и туманно. Семера есть. Ох, у нас очков действия-то сколько много. О, импровизация, кстати, а чё бы нет. Давайте вытянем карточку. Огненный столб, замечательно. Сразу видим, куда он упадет. Это, кстати, тоже полезная штука. Надо о ней не забывать.
Ну, оборону на всякий случай кину. Хотя все равно я первый хожу. Ничего мне не будет. Перенесем в следующую руку это дело. Так, уже не версия обновляется перезакачкой торрента. Но у меня то же самое, что ты думаешь? Я другой, что ли? Что изменили, кроме загрузки? Не, ну если ты хочешь почитать, открывай. Блин. Ну, короче, в меню там же есть перечень. Правда, все на английском. Я переводить не стал, я посмотрел, что каждый патч, а там их было офигеть. У меня с 4 по 19, сейчас, по-моему, 19 или 16 патч, не помню уже. В общем, каждый патч они фиксили игру. Не добавляли что-то новое, а фиксили старое. Я не знаю, ну как так можно? Ну ладно. В общем, ребята фиксили. Не, добавляли тоже. Не без этого, но... Я не знаю, вот визуально я ничего не увидел. Ну, я особо-то и не играл, я только раскидывал. Шмот, да, подбирал колоду. Ошибки в тексте, все как было, так осталось. В общем, в этом деле я не заметил ничего. Так, поглощает установленную ловушку, активируя эффекты. Это я взял, кстати, без вас, да, когда прокачивал героя. То есть можно шоковую мину под кем-то поставить, она золотая, если что. И затем спусковым крючком ее активировать тут же. У нас, напомню, 5 очков действия у него. Ну, в смысле, напомню, я также прокачал его через поле навыков. Очко действия ему дополнительное дал. Тут, кстати, сейчас можно же открывать? Можно. Вот они. Повышенные очки действия. По-моему, так это вообще чит. Если они есть, надо обязательно это подходить и брать. Я, по-моему, еще кому-то взял. Не помню кому. Девушки, наверное, нашей. Нет, что-то, наверное, показалось мне. Ну, неважно, ладно. Жова, привет. У нас эра альфа-версии, первый год-2 фиксит ошибки. Это не альфа-версия. Это, кстати, здравствуй, это не альфа-версия, это уже релизная. Сначала идет альфа, потом бета. Это все демо-версии. А вот это уже все релизное. Просто фиксит релизную. Лень переводить. Для этого стримеры есть, но они, походу, тоже лентяи. А то как же. Вы же самые лентяи. Так, итак. Можно этого убить, получить 2 очка. Восстановить. Я не убью, да, не дотягиваюсь. Много всякой фигни у него. Прям кошмар. Глаза разбегаются. Что брать? Давай попробуем тут что-нибудь замутить. Надо было в середине, да? Что-то же оно там молния соседней долбит. Не туда я поставил. Ctrl-Z тут не работает, к сожалению. Ну да ладно. Сейчас попробуем. Ну да, по соседним долбит. Так, что мы там не зарядились? Еще не зарядились. Ух. Этого убить все равно не получится. Я же хотел ее все равно передвигать. Точно. Я ее двигать хотел. Я тебя двигать хотел. А я до того сейчас не дотяну. Сейчас этот мешать будет. А сейчас дотянусь. Ты чё, собака, живой остаешься, что? Ах, у тебя же защита 25%. А я наношу всего 59. Ну, значит, надо еще чуть-чуть дать ему в рожу вот этим. Ах, жалко тут яд тратить. Что у меня еще есть? Дает 3 очка критического удара. О, кстати.
Этого мне достаточно будет, да? Сколько мне там надо? Нифига, мне надо 6 минимум. Ух ты ж, какой мощный яд-то в HP. $51 очок критического удара. Сейчас мы вот этим зарядимся. Все равно у меня очков действия не хватит. Черт! 2 раза бы долбанул этими быстрыми, если бы ХП тут поменьше чуть-чуть было. Мне боевая карта нужна так-то. О, есть боевая карта, отлично. А то крит зарядил, крит удар, теперь надо же его слить. Релизы как раньше, альфа. Торопятся люди зарабатывать. Видишь, выпускают недожаренные бублики. Мы их покупаем, а потом они их дожаривают, пока мы их едим. Ох уж эти разрабы. Жадные до наживы. Ну а что деваться? Куда деваться? Им тоже кушать хочется. Недожаренные бублики. Так, Женя, Тадара, недоступ и сразу релиз, и пока допиливают, уже и забываешь про него. Да не говори сейчас. Этих игр. Так много игр, которые в раннем доступе. Раньше просто демо-версия была. Все. Никаких ранних доступов не было, и все нормально жили. Нет, сейчас понапихали этих ранних доступов. Она пока релизница, ты в нее уже наигрался. Так, помещает ловушку в ряду цели, накладывает 41 уязвимость, накладывает кровотечение. Кровотечение это ж хорошо, да? Я вот думаю ее спасти или не спасать мне ее. Я могу вот сюда передвинуться сейчас через смещение, и тогда она не получит. А что у нее там за карты? Отхилиться-то она сможет? Что-то походу нет. Ну ладно, там временная лечебная карта целебная будет. 22 урона она у нас получает. Чё, цепью 2 раза? Чё? У нее к молнии, кстати, защита 15%. Длится ходов 1, проходит цепью 2 раза. Что проходит цепью 2 раза? Шок? Или урон? Урона, поди, блин, 2 раза по 22 будет, нет? Просто она-то не выдержит тогда. Это жопа, нифига непонятно. Ну ладно, давайте не будем. Пусть она танчит. Поди выживет. Ух ты ж. 2 раза по соседям бьет. Офигеть. Это я наполучал. Это первые. Еще и слабенький, еще и одного я грохнул. Офигеть. Восставшие пески. Кстати, я ж пассивку не прочитал. Возрождается в виде барьера из живого песка после смерти. И все? Погоди, вот же босс. Тоже возрождается там. Иммунитеты, тернии. Погоди, так они все боссы. Мини-боссы. Понятно. Дело такое. Дурное какое-то получается. Так, расходует канал, то есть нам надо долбануть как минимум 1 раз.
Исцеляет себя только, да, на 5 очков здоровья. Плохо. Но мы сюда-то все равно переберемся. Что нам тут стоять? Нам тут уже не интересно, нам тут не рады. Не зарядился. Жалко. Берег духа все-таки перенесем. Хорошая карточка. Ух ты ж. Чего у нас? Тип умирает? По идее на 7 только он получит. Наверное, одно хп-то останется. А это что делает? Так, это в толпу сюда кидает. Это по первому. Зараза, ушел в другую линию, они меня все равно достают. Вот черти какие. А я-то их не достаю отсюда. О, копье зарядилось. То заряжается, то не заряжается. Как это что работает? Шут-то узнает. Так, ну да, придется подходить. Погоди, а что нам ни кровотечения нету? Я же сейчас кастанул как раз кровотечение. Иди. Кровопускание же кастанул. Наклад 3 очка кровотечения. Не понял. Как что работает? Это мы, по идее, сейчас только оборону сможем на себя подкинуть. Ой. Надо этого добивать. Добить добил. Ходить он пока не будет в следующем ходу. Ну да ладно. Так, что у нас получается? 10 очков урона сюда закинет и все, да? А, этот ожог попытается, но ничего... А, с могуществом ожог. Хрен на тебя. Ничего страшного. Куда все равно первый ходит. Можно вообще сюда встать. А, конкретные клетки. Можно тупо уйти из них. А, дамочкой-то... А, сейчас дамочкой Альфонсом попробуем уйти. Мне без разницы, если он меня ударит. Кстати, не буду я тратить смещение, пока пусть он меня бьет. Все равно броня сдюжит. Так, ладно, пока так. Ох, не очень карточки обе. Ну да, одно хп осталось, это хорошо. Че ты хилиться-то не умеешь нифига? Спусковой механизм мы сейчас зарядим, пожалуй. Ах. Так, нам надо как? Девчулю можно и так закинуть. Так, теперь отодвинуться сюда. Так, наверное, сделаем. Сбрасываем лишнюю карточку. Наверное, быстрый удар слабенький скинем. Ах, не зарядился я. Вот это еще используем. Зарядился.
Так, спусковой крючок. Накладывают 18 очков кровотечения. Хорошо. Кстати, в руку, что ли, вернулся? Нифига себе. Ну что, расколбасим их понемножечку. Пусть умрет Альфонсо мерзковатое имечко. Альфонс. Говорят про пабников, да, по-моему? Так, убийство рано. Хочу что-нибудь попробовать, как-нибудь вот этого загасить. Как-нибудь что-нибудь с ним сделать нехорошее. Походу ничего не получается. Вытяни карту. Вытяни карту, это интересно. Шоковая мина плюс спусковой крючок, но у нас действий не хватит, чтобы потом быстрое убийство завязать. Но в любом случае шоковая мина-то это как бы золотое, да? На цель и соседних существ. То есть сюда могу закинуть. И мне ничего за это не будет, несмотря на его всякие шипы там. А ему, наверное, тоже ничего не будет, потому что у него там всякие иммунитеты от проклятий. То есть шок я на него не наложу, да? Зараза какая. На этого наложу. Быстрое убийство, наверное, важнее. 45 урона. Что-то его знает. Давай лучше это, ловушки юзать. Мне что-то понравилось. Ну да, он просто защиту один иммунитет использовал, скинул. А шок на ребят. Шок ничего дополнительного не делает, да? Урон только на себя и врагов под действием шока. То есть они друг друга долбанут. Кто из них первый походит? Вот этот долбанет соседа и все. Так, и снова, смотри, спусковой крючок обратно мне в руку вернулся. Отлично. Мне нравится эта карта. Прям вообще огонь. Зарядимся всякой броней. От греха подальше. А то что-то поплохело уже Альфонсо. Круг очищения есть, отлично. Осталось только научиться им пользоваться. Так, как же мы это сделаем-то? Я ничего не получу, если сюда встану. Хрен его знает. А, круг очищения. Это же мне надо сюда, потом сюда. Чтобы всех-то отхилить. Или сюда, потом сюда. Все, потрачу, блин. Ну а что делать? хп. О, кстати. Я им криты закинул. Я даже кругом криты закидываю. Охренеть. И себе закинул, и им. Отлично. А по-моему, раньше мы не закидывали. Замечательная тема. А, ну раньше я эту карту, кстати, не доставал. Думал, что она не будет закидывать непрямым лечением. Она, оказывается, регенерацией тоже закидывает. Отлично. Все замечательно. Так, что у нас тут? Дает 3 очка фокуса. Останавливает 15 хп. Она просто последняя ходит. Я думаю, они 20 урона ей, блин, как нанесут. Ладно, там наши первые ходят. Нормально все будет. Фух, ну вроде разобрался. Немножко. Так, чё. Оберег или молитву? Давай, наверное, оберег все-таки. Ух, как ей очков стратегии не хватает жестко.
Два братана подхилилось. Перемещает всех врагов в передний ряд. Ничего страшного. Наносит 4 очка урона всем целям в команде противника. Накладывает на цели 2 очка слепоты. Что такое очко слепоты? Кто знает? Что-то тут мне ничего не пишут про это. Так, это ловушку ставят. Взрывается в следующем раунде. Наносит 7 очков урона по клетке цели и соседним с ней клеткам. Ты какая гадина. И соседним с ней клеткам. А соседним это... Всем прям соседним? Или как-то ближайшим, или по диагонали, как с соседним, или всем. Если всем, то, наверное, надо побольше брони на себя накидать, на всех. Так, куда? Куда пошел? Кровопускание. Снова копье дали. И сразу 3 хп захилил себе. Чё, как тут работать стало? Я ничего не понял. Ребят, вы что-нибудь понимаете, что происходит? Какого хрена он себе 3 хп отхилил? Очищает от проклятия 1. Не снимает кровотечение. Накладывает 3 очка кровотечения. Кто-нибудь заметил, что он получил 3 очка кровотечения? Я не заметил. Я заметил, что он 3 очка хп получил. Может, какая-то особенность еще дополнительная есть? Я не знаю. Я вроде ничего такого не выбирал. Тут тоже ничего такого нету в пассивке. Ох. Ну, короче, косяк, походу. Ну да ладно. Он все равно хороший косяк. Забористый. Сейчас мы кровотечение накидаем. Только вот я не знаю на кого. 7,6. Нафиг по фокусу. Что думать лишний раз? Голова не дом советов. Это чё? Получаемый урон просто увеличивается. О, оборону, правильно. Чистота плюс очко действия, это мы оставим. Этого мы сейчас добиваем. Так, у меня слабого нету. Блин. Ну ладно, добьем, получаем 51 очко критического удара. Это тоже нормально. Так. Активации у меня этой фигни-то нету. Так бы можно было шоковую мину сразу активировать. Ну да ладно. С нее что-то, кстати, толку никакого нету особенного. Сейчас уже можно чистоту заюзать. Так, все, 5 очков действия вернули себе. Так, закидываемся. Крит. Какая-то маскировка. Твое следующее действие активирует эффект скрытности. Чего? Яд. Тут мы от шипов получим. Ну ладно, все равно этого надо долбить. Все-таки хочу на себя парирование накинуть на всякий случай. Так, ну и вот этот тогда быстрый удар используем. О, спусковой крючок появился снова. Да, я ж там карту вытягиваю. Отлично. Так, тут все.
по обороне наносится в 2 раза меньше урона. А, я наношу по обороне врага в 2 раза меньше урона. Ой, да и ладно, у них нету обороны. Так, благословенный пендель, это хорошо. А чё мы не получаем? Я не понял, а почему мы от шипов не получаем? У него их нету, что ли? Чё-то я либо это глуплю опять, то ли чё? Чё без банок? А где я тебе возьму без банок? В смысле банки-то? Были бы банки, где брать. Так нету где брать банок. Банки закрыты, которые банки выдают. Так, ну долбану, попробую, вдруг мне это не ударит на самом деле. Вроде не ударил, 31 вроде и был, да? Или я получил 9, или у меня 40 было. Блин, нифига не обратил внимания. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не, нифига не получила. Зараза. Уязвимость не наложу. Это ж проклятие. Этого убивать. Но это точно не жилец. О, оберег. Ух ты ж, услышанная молитва. Так, это хорошо. Временные карты исцеления, все дела. Ах, только на себя, да? Она точно, она ж только на себя кидается. Ну да ладно. Так, исцеляет цель на 12. Исцеляет цель на 16. Тут выбор как бы не особо большой. И крит ему 13 дали, отлично. Благодаря пассивке. Ну неплохо, неплохо. Комбинации вроде рабочие. Единственное, что Альфонсо вначале как-то сильно много получает. Надо что-то с этим делать. И у Катрин инициативы слишком мало. Слишком мало. Перемещает всех врагов в передний ряд, и все, да? Не особо опасно. Ну вот снова, да? Сейчас отхилюсь на 3 единицы хп. Ну точно. И копье получил. Бред какой-то. Что-то они сломали, пока чинили. Бывает. Так, как же мне его пробить-то? А мне его пробить-то нечем, у меня только... А, ну вот 2 удара могу сделать. А потом кровавым копьем долбануть. Поэтому, дяденьки. 9 шипы. О, сейчас показывают, что получу. Но это ничего страшного, почему? Потому что следом я хилюсь. И теперь долблю. Могу, кстати, любого. Ну, что-то хочу этого. Марью Ивановну хочу. Так. Эх, не дотягиваешься. Так, сюда надо встать. Может, дотянется. Угу. Так, криты. Ну что-то тут вообще ни о чем. А, ну вытяни карту, что карту вытягиваем, разве что. Если только это хорошая тема. Осталось только, блин. 113. Ну ладно, тут мы уже добили. Можно, наверное, накладывать 8 очков ожога, гад. И она ходит следом.
Так, а накладывает на существо в самом дальнем. О, так мы вот так встанем и все. И фиг, и ожог не успеет активироваться. Ха-ха-ха. Кто тут самый хитрый? Альфонсо самый хитрый. О, ах ты ж скотина, что это было? Что-то гадина сделала, всем поплохело. А, это взорвалась ловушка, точно. Ну, чертяка. Так, мне надо канал. Благословляет клетки. Ах ты ж зараза. Вот эту клетку и эту клетку. Ну а что делать? Бесплатно все равно что. О, круг. Это хорошо. Владимирский Централ, ну вы поняли. Так, все, пожалуй. Че он пукнул? Я что-то не понял, что он сделал. Что просто пукнул, ну ладно, нам не важно. Так, кровопускание. Копьем. Вот кровотечение написали, а потом хил. Куда получают кровотечение 3 очка, куда восстанавливают 3 очка здоровья. Чё, кого? Чё-то я не того, не понимаю. 549 хп, откуда у него столько? Титан. Больше урона удваивает свои очки здоровья. Но все же он ничего не сделает больше, ничего вроде не сделает. Так, хорошо. Гоу его кровавить. Кроваво-красными слезами, чтобы он обливался. И вот сейчас мы бьем и снимается, да, с него все кровавое. Сейчас надо обратить внимание. Ах, нифига не снимается, это хорошо. Это отлично. Так, что золото собрать, что ли, сходить пока? Делать нечего ему. Ой. Еще отхилить бы под конец боя всех и зарядить всем очки стратегии тоже было бы замечательно. Че у него еще золото осталось? 5. Все, нет у него больше золота, можно все собирать. Черт. Как не в тему вот эти очки критического удара. Блин, надо было долбануть, потом использовать карту, а потом бегать уже все собирать. Вот что надо было сделать. В другом порядке все. Так. А вот ей-то как быть? Давай попробуем, наверное. Так, мы не зарядимся, нифига. Вот так зарядились. Так, линия жизни, линия жизни. Так, погоди, ряд. Что из них ряд? Соседников свое
Фу, соседника. Союзников в своем ряду исцеляет. Исцеляет себя и соседних союзников. А, ну вот же, великое лечение, оно всех подряд исцеляет. Наверное. А, ну да, вот. А, вот он ряд. Вот нарисован ряд, точно вспомнил. Линия жизни, но ряд. Ну, тут, как обычно, все, перевод идеальный. Ряд жизни бы назвали, что ли. Вот это хорошая тема вышла, выпала. Себя 2 раза отхилила, 2 раза крит накинулся. Жлобяр ради 3 монеток разрядил Куда все очки стратегии. Мы еще зарядим, наверное, я не знаю. А что, только одну только? Жопы. А ты еще говоришь, я жлобяр. Вот, все разряжены, надо сейчас зарядиться, прежде чем его грохнем. Наносит 10 очков урона конкретные клетки. Ага, он ходит самый последний, так что ничего страшного. Можно просто выйти из этих клеток. Давайте заряжаться. Инициатива снижается на 1 очко за суммирование эффекта, ослабление 50% за ход. Или бить его потихоньку еще. Не, слишком жесткий Куда. Хватит бить. Так. Спусковой крючок надо завязать будет. Так. Куда-нибудь сюда положу. Пумс. Что-то нифига не зарядилось у меня. Очки стратегии. Ну короче, просто погуляем тогда. Танцуй пока, молодой Альфонсо. Все? Нет, еще не все. Еще не до конца зарядили. Ну, какая ты мощная. А чё у тебя вдруг мощь появилась? С чего вдруг такая честь? Нифига непонятно. А, это, наверное, от священной земли. 2 очка мощи, да, точно. От священной земли. Максим, привет. Спасибо большое. Удачи здесь. Кстати, удача здесь, наверное, мало что решает. Единственное, что какие карты у тебя выпадут. Но это, опять же, от тебя зависит, как ты колоду свою подобрал. Это я люблю, когда чем меньше удачи, тем лучше. Типа шахматы, знаешь. Так, ну что, наверное, тоже просто потанцуем. Ничего страшного. Надо стратегию зарядить, мало ли там какой враг появится. Так, цель: все существа команды противника. Ах ты ж скотина, надо тебя добивать. Так, надо тебя добивать, добьем, наверное, тебя Катриной. Катрин, сколько тебя там, чё? Есть чем вломить? Так, благословенный пендель есть. И... Чё, магическим? Отжаром сделать. Магический там у нее 33, что-то такое наносит. 32. Пендель 9. Сопротивляемость у нее только на пендель. Отлично. То есть 32 хп надо оставить, и все нормально будет. Так. Как мне это сделать? Давайте как-нибудь это делать. Ой, тут, походу, 32-то особо не потребуется. 24 вон. Вижу. Тут уже все как бы. Так.
29 плюс 32 это сколько? Собака опять считать надо. Так, 50, так, что там, 60. Короче, не хватает. Надо еще вломить. Так, 61. Все, теперь точно хватит. Так, ну и один ход. Эх, не зарядились. Так, Альфонсо, просто танцуй. Отлично. Да все, уже зарядился. Ты задолбал. Когда у тебя кончатся очки действия? Так. А нам же еще надо... ладно, короче. Я в любом случае убиваю. Давай с трешечкой убьем. Может, больше очков стратегии дадут. Так, неплохо, мне это нравится. Так, а почему Альфонсо так много опыта дали? А почему Куда так мало? Кто-нибудь что-нибудь понимает? Как тут что распределяют? Я нифига не понял. Ну, типа, у них был маленький уровень, поэтому им больше опыта дали или нет? Альфонсо 2 уровня дали. У него был, что получается, 19 уровень. У нее был 18 уровень. А, да, ей дали тоже больше опыта. Еще больше, чем Альфонсо, все верно. Логика это работает. Чем меньше у тебя уровень, тем тебе больше опыта дают. Наверное, так это работает, не знаю. Вряд ли эти бонусы финального удара как-то сильно повлияли. Продолжаем. Так, шляпка. Плюс 1 к интеллекту. Ну, я возьму все. Я хомяк. Мне все надо. Катрин. У нее уже есть плюс 1 к интеллекту. Шапки у всех есть. Эх, бесполезная шапка. Единственное, можно сюда ставить заклинание какое-нибудь вместо заряда маны. Потому что у нее и так очков стратегии мало. И вставить какой-нибудь камень. Вы поняли, руну. Ну так как у нас руны никакой больше нету. Так, левелапы. Ох ты ж ежик! Как я не люблю вот эту тему, потому что я здесь очень-очень-очень туплю. Ой, куда я тут что шел? Так, я сюда шел. Ну-ка давай посмотрим, что тут есть. О, повышение ОД есть. Есть. Так, смотри. С этой стороны. С этой стороны. И... Это ближайшее. Ну, вот эта самая тема. Короче, это и это. Ну-ка, давай посмотрим. Так. Ой. Вот это можно, да? Да, как раз 2. Отлично. Сейчас мы это сделаем. Очки действия докинем. Так, вот эту возьмем. Что тут у нас? Святость. И такое сойдет. Он круг лечения, круг очищения тоже работает. Берем. Вроде ничего больше такого нету. Зато здесь по 2, да? Святая мощь, целительный. Дай ну нафиг. Что думать? Вот. Нормальная рабочая тема. Берем. Так, что мы затачиваем? Круг очищения заточить можно. Давай заточим. 16 хп вместо 15. Вот это заточка. Вот это я понимаю. Вот это от души. Кошмар. Вот жопы. Так, ладно, дальше. Очко действия. Замечательно. Копье у мага вроде после накладывания 3 кровотока должно появляться. У тебя вроде как-то не так. Там вообще, по-моему, все не так. У мага тут что написано? Там 2, по-моему, кровотока. Где? Где пассивка? Вот она.
Дает кровавое копье после наложения 2 очков кровотечения. Можно хранить не более 3 копий. Копье срабатывает при следующей атаке, нанося 35 очков физического урона. Понял, да? 3 копья, 2 очка кровотечения, 1 копье. То есть 6 очков кровотечения долбанул на себя, допустим. Или на противника не атакой. Или одноразово атакой одной. Сразу 6. Тогда сразу 3 копья должно появиться. Ну, неважно, что тут написано. Ты тут не читай. Ты сюда не смотри, ты туда смотри. Куда смотреть пока непонятно. Здесь как в ТЭ открытого кода нету, я так понимаю. Я вообще не искал, но скорее всего здесь нету. В общем, разобраться не получится. Файлики открыть и прошерстить все эти карты, как они работают. Так, что мы сделаем-то? Альфонса прокачаем. 2 очка тоже. Так, инкрустацию синергии, наверное, сейчас откроем, да? Сразу. Вот это вот импровизация мне понравилась. В общем, я у всех одинаково сделаю, чтобы потом не путаться с героями. Нормальная тема. Так, дальше. И еще 1 очко. Вот можно на инкрустацию таланта потратить. Они, в принципе, там прикольные таланты. Я, кстати, ее сейчас качнул и ни 1 очка инициативы не дал. Вот же жлоб-то, а. За 1 очко действия дал. Ей надо, короче, шмотками, может, что-то дать. Инициативу. Ну-ка, давай посмотрим. Пока я не забыл. Это дело у меня быстро забывается. Нифига под инициативу ни у кого нету. О, 4 к инициативе. У нее и так такие есть. Шмотки. Ну что, печально? Ну да, берем, наверное, вот это. Так, мы ловкачи. Ловкость мы уже взяли. Акробатику. И взяли мы с вами подготовку. Максимум карт в руке. Так, что еще можно взять-то интересного? Проворство, знать бы, что оно дает. Так. А, для движения там, да, что-то. Расход можно движение бесплатного перемещения на 1 клетку. То есть каждый ход у нас плюс 1 очко действия для чисто передвижения появляется. Ну, тоже круто. Можно будет за счет того, что у него инициатива высокая, выводить из-под огня Катрин, у которой инициативы вообще нет. Карт у него, по-моему, никаких нету. В шмотках. Вот в перчатках есть. Но тут ранг не повысишь. Вот в кольце есть. Который ранг надо повысить. Но, по-моему, там такого навыка нету. На кольцо. Это вот где-то вот здесь. Дает 1 к рангу карт предметов, накладывается на амулеты, кольца и пояса. Ну, еще плюс бонус, если все заняты слоты. Так, сюда мы встать не можем. Это надо интеллекта хотя бы 1 еще добавить.
Кстати, к базовому урону карт ближнего боя. Ну, ради плюс единички, конечно, такое себе использовать. У него, по-моему, все карты ближнего боя. Атака в ближнем бою. Атака в ближнем бою. Атака в ближнем бою. 3, 4. 4 карты всего на ближний бой. Вот, да, сложно здесь все это дело выбирать. Что, может, посоветуете? Проворство уменьшает стоимость карт с меткой движения. Ну да, я вспомнил, спасибо. Уменьшает стоимость карт, значит, да? Вон оно что. Катрин, временно возьми талант на инициативу, если так уж не хватает. А, кстати, точно, ты прав. Можно что-нибудь заменить инициативой. В начале хода дает 7 очков критического удара, если в твоем ряду есть союзник. В конце хода сохраняется 30% критического удара. А вот это круто! У нас частенько критический удар пропадает в нулину. От 50 30% это сколько? 15? 15 критического удара и плюс 7 очков отсюда будет. Интересная тема. Ты что, вот этот крест? Ну это опять же, если в твоем ряду есть союзник. Если на твоей линии нет врагов. Вот это бред какой-то. Не хочу я с этим заморачиваться. Это же запомнить надо, что как оно работает. А я хочу что-нибудь взять и забыть об этом, чтобы оно само на меня работало. А, вот ближний бой, кстати. Тоже. Это ударные скипетры. А это как раз кинжалы, мечи. У него, по-моему, как раз меч и щит. Вот ему бы во вторую руку вместо вот этого щита что-нибудь, какой-нибудь меч бы взять. Но что-то меня смущает, что слишком маленький урон. У кого это один, блин? К базовому урону. Это же вообще капец мало. Ну, короче, не знаю. 10% Козе мне очень нравится. Я думаю, вообще всем эту карту взять. Оно в будущем очень хорошо будет решать. Но другое дело, можно в будущем ее и взять. Ну, давай возьмем. Маленький урон. Потом уже под ХП возьмем. Когда ХП больше будет. Когда будем потолще. Отожрем ряхи. Так, а тут ты говоришь, можно инициативу, да? Так, тут ранг к картам, которые в посохе сидят. Тут чисто 4 интеллекта. А тут хил повышенный. Хил в 2 раза больше. Я, кстати, забыл посмотреть, когда мы хилились, сколько я хилю. Нифига, инициативу не могу взять. Только вот здесь. Ой, где? Вот здесь 4 к инициативы, но это мало. Мне надо ловкости 10. Ладно, и так сойдет. Как-нибудь выживет она. Нормально. Последняя ходит, последняя всех будет хилить. Сейчас еще раз подеремся. О, сейчас мы сюда же идем, на мою любимую территорию. Так, поехали. Опа, сразу бродячий торговец, тут же. А там еще что-то сзади.
Не? Как карту повертеть? По-моему, вот что-то еще торчит. А, это мы отсюда ходить... Это мы, что ли, торчим? Нет. Не, ну оно не подсвечивается. Это значит, от башни такой рисунок идет. Что-то раньше не замечал такого. Так, это у нас алтарь. Благословление, проклятие. Предмет, нифига себе. Так, бродячий торговец со своим товаром переходит в случайное место, если с ним не взаимодействует, то пофиг. Ой. Здесь мы покупаем жетоны с вами. Кстати, я не знаю, мы их потом сможем потратить-то или нет. А, ну да, вот, сможем. У меня 5 жетонов уже. Случайная зеленая руна. Я думаю, вот эту надо, да, брать? Случайное легендарное украшение. Легендарное. Берем. Ты получаешь город из Зигмунда. Что тут? Максималка, максималка, максималка и середянка. Ну, в общем, нормальная тема. Так, а по факту 2 к проверкам на силу. Это фигня. Дает 3 очка мощи каждый ход. Это круто. Дает 3 очка хрупкости каждый ход. 2 очка хрупкости. Это что-то плохое, наверное, да? Что такое? Все, я больше не буду ничего покупать, буду копить дальше на легендарке. Где моя Зоя-то? 926 всего-навсего. Тут 575 стоит. А, кстати, я все равно не смогу еще одну легендарку купить. Ну да. Просто у нее ее больше нет. Так, давай глядеть. Что за хрупкость такая? Нам надо, наверное, этому парню отдать это колечко. А, это пояс. Это не колечко. И как мне узнать про хрупкость? Получаемый урон увеличивается на 30%. Длится X ударов. Хрена себе. Два удара длится. Каждый ход. Нифига. Но это как бы не очень айс. А мы сможем с себя же хрупкость снимать? Это же проклятие, да? Инициатива у нас, в принципе, высокая. Мы сможем каждый ход с себя всякую гадость снимать. Ну, попробуем. Вдруг получится. Пойду до тёлки. Ой, Максим Сергеевич, как обычно. Ты когда уже повзрослеешь-то? Так, Евгений Мосинцев, молока. Дает молока. Ничего не найдено. Так, припасы. Вот, может, тут что найдем? Тут тоже предмет, кстати, может быть. Может быть, будет. Опять ничего не найдено. Отстань, противный. Не укусил меня вроде? Нет, не укусил. Ничего не найдено. Офигеть, ничего не найдено, ничего не найдено, ничего не найдено. Замечательно сходил. Мое любимое место. Больше я его не люблю. Так, 7 припасов у нас осталось. Но нет уж. Не пойду я в эту лавку. Мне припасы надо взять. А, ну припасы я и здесь мог взять, да? Не, пойдем здесь подеремся лучше.
Так, события, внимание. Сделай выбор и испытай удачу. Твои действия могут не... Вот, перед событием надо, конечно, все перекидывать. Но, блин, это так заморачиваться неохота, капец. Давайте перекидаем. Да главное запомнить, что где было. Так, Укуда, что тут? Меняем. На события. Вот. Дает +2 ко всем проверкам в событиях. Про события тут, по-моему, больше ничего нету. Угу. Так, короче, нам надо просто один раз перекинуть у каждого вот сюда. Так, здесь у нас что было? Вот это, да, стратегия была, по-моему. Так, теперь дамочки наши. Давай интеллект, я уж точно вспомню, что надо. Так, вот сюда. Ну, по-моему, больше тут нету про события. Нет, нет, нету. Так, если только вот здесь про события. Так, нормально, так. Ой, а чё? Какая нафиг стратегия? Кого я выбрал-то? Так, здесь выбрали. И здесь теперь акробатику. Погоди, ловкость, да? Ловкость. Снова сейчас поменяем. Вот, проверки. Отлично, все поменяли. Сейчас идем сюда теперь. А Дармак себя каждый ход резать ножичком будет и хрупкость снимать. Да-да-да. Ну не Дармак себя будет резать. Так, сейчас тебя ждет испытание. Да ладно. Проверка навыков и удачи. Если выберешь подходящий навык, то при броске кубиков получишь дополнительный бонус к успеху. Обрати внимание, использовать навык «Истощиться». Его нельзя будет использовать, пока ты не отдохнешь. Нужно выбросить число, превышающее уровень сложности проверки. И помни, у каждого неудачного броска есть последствия. Ты слышишь преследующие тебя шаги. Резко обернувшись, ты на мгновение замечаешь странное мерцание в воздухе. Выбери героя, который совершит бросок интеллекта. Нам надо 11 выкинуть. А кубик, на кубике 20 всего костей. То есть шанс такой себе. Катрин, инициативу еще на 20 меньше будет. Не, давайте, наверное, что-нибудь заложим. Так, давай прочитаем, потому что как-то работает тут не так, как я думаю. Дает в текущем событии бонусный модификатор в зависимости от выбранного навыка. При выборе обычного навыка дает 1 очко истощения. Ага. Ага, обычный навык нам надо с вами выбрать. Ага, понятно. Желательно обычный. Так, это красный. Красный не подойдет, нам надо синий. Синий обычно. Вот, на 5. Что там у нас? 11, да, надо выкинуть. 5 составит 6, доведет до 6. О, источающий разряд, смотри, доведет до 5. Отлично, вот это можно взять. Чтобы 1 очко истощения только получить. Небесный разряд, я просто не помню, какого это. Это, наверное, серебряный. По-моему, серебряный. Тут ни хрена ничего не написано на них. А, нет. Так.
Требуется герой уровень 8. Уровень 19. Уровень 31. Я так понимаю, это на вот этих так. А, не, нифига, на серебре, значит. Точно. Все-таки серебряная карточка, понял я. Так, ладно, тогда берем вот. О, кстати, оберег духа. Вот это точно бронза. Угу, 26. Плюс 7 дает. Вот, все, оберег духа сейчас заложим тогда. Хорошая, конечно, карточка, ну ладно. 4 очка всего надо выкинуть. Понеслась. Если что, фортуна есть. Отлично. Катрин получает 240 опыта. И все? Мы там 5000-ные опыты получаем. Нафиг мне это было надо? Перед тобой появляется группа ассасинов. Так. Укрывавшее их заклинание невидимости перестало действовать. Убийцы носят броню, какой тебе прежде не приходилось видеть. Я хочу эту броню. Я уже хочу эту броню. Какой мне не приходилось видеть. Мне терпения перекидывать таланты и шмот перед событием не хватает. Не-не-не, мы не будем перекидывать. Мы только вот у 3 человек, получается, 3 таланта перекинем. Все. Будем туда-сюда перекидывать. Больше не будет. Кстати, вот здесь, видишь, неудачно получилось, потому что сейчас я уже назад не перекину. Не перекину. А бой. А между прочим, бой. Вот же ж, блин, вот я попал. Надо, короче, с умом перекидывать. Ну да ладно, поехали. Наносит 23 очка урона после одного раунда. Это что значит? Это только в своей клетке наносит? Конкретное существо. Существо в самом ближнем ряду. Черт побери. Вот эту гадину успею я убить или нет? Вот если я всех сюда... у меня 2 линии всего. Хрена себе. Тут психи, что ли, ненормальные? Так. Куда еще и танковать надо, да? О, снял. Отлично. Куда надо танковать? Ладно, тогда мы Альфонса сюда перекинем. И в линию, получается, все покуда ударит. Блин, Альфонса туда перекину. Там будет эта ловушка хренова. А если я куда сюда перекину? Блин, тогда этот будет бить. Все равно сюда. Черти чё. Не получается схалявить. В общем, попробовать надо хоть кого-нибудь вынести из них. Да. Еще и размещает поглотитель молний. Капец. Надо, значит, его все-таки переставить. Во, я куда сейчас сюда поставлю, все равно здесь поглотитель молнии будет. Че мне? 1 поглотитель, 2 поглотителя. Так. Да-да-да. Сюда встанем.
Есть тут одно пакостное событие, при провале которого навсегда снимают 3 максимальных хп. Ужас. Не хочу такое событие. О, инициатива снижается. Кстати, давай снизим вот этой хрени. Что-то не помогло. Надо было посмотреть, сколько у него было. 37, наверное, было, да? На 1 очко всего снизилось. Что мало снижается. Зря снижал, блин. Еще мощь потратил. Кого мне грохнуть? Блин, остальные-то не дотянутся. Им надо будет ближайших бить. Ой, какой неудобный. Так, давай тогда не будем магическим клином вообще пользоваться. Лучше броньку на себя накинем по максимуму. Используем уже хрен с ним огненный столб. Они огонь не очень любят. Некоторые. Этот любит, зараза, неофит. Эти не любят. Так, ладно, пойдет. Че там откуда останется, не останется, не знаю. Нифига, он у нас главный дамагер, нифига урона не нанес. А, нет, у нас же главный дамагер хиллер, точно, я вспомнил. Наш хиллер главный дамагер. Опачки, здрасте. Ловушка плюс активатор. Нравится? Так, погоди, сначала мы, наверное, хиллера перекинем. Потом себя можем перекинуть. А, мы можем там что-то походить, да, 1 раз бесплатно? Нет, что-то очко действия, походу, требуется. Раскатал губу. Так. Во, вот эти молнии не любят. Ох, как бы вас так долбануть, чтобы потом следующим ударом прям убить. Не получится, да? А может и получится. Может она убьет. Так, нормально. Так, так, так. Опа, шипастая земля. А где моя карта? Почему она улетела-то, которая активирует? Вот зараза. Кто ей разрешал улетать? Ладно, короче, просто ударим. Блин, ну как они мало всасывают? У них такая защита дикая, 50% от физики. Это все на физике завязано. Черти. Прикольная озвучка. Ты зачем козлина ее перекинул? Она бы сейчас классную тему заюзала.
Так, исцеляет себя соседних союзников на 8 УЗ. Исцеляет союзника на своей линии на 5 УЗ. Мне надо сюда встать. Я не понял. А вот этого почему? А, только крест, что ли? Там вроде на карте не так нарисовано было. Ее сейчас уже не покажут. А черт с ним. Я не понял, почему на мне обороны... А, 29, все, гоню. Я уже с таким наездом на игру наехал. Все нормально, оказывается. Избиение, куда? А куда все как с гуся вода? Оба могу использовать, все использовать могу, отлично. Так, что мы кого там добиваем? Ух ты ж, 159 урона! Этого типа и Альфонса добьет своим суперударом. Давай вот этого убьем. А где этот его? Вот она, быстрое убийство, вот она. 136 всего? Что такое? Почему? Давай ядом сначала в тебя плюнем. 56, опять мало. Зараза. Да ты дико бесишь. Не получается активировать эти мои суперудары альфонсовские. Не понимаю вот этой фигни. Вытяни карту одну, ладно. Надо будет руны там с этой карты перенести на какую-нибудь другую, более полезную. Что, по-моему, не очень она. Талант не брал на бесплатный ход. Я талант не брал на бесплатный ход. Наверное. Что за бесплатный ход? А, ты про этот, что ли? У ассасина, который? Ну да, тут не видать ничего. А, я вот этот взял, да, самозащиту вместо того, где бесплатный ход был. Точно, точно, вспомнил. Что ты делаешь? Заставляешь меня вспоминать. Знаешь, как и больно. Так, кто тут любит огонь? Ты любишь? Лови. Услышанная молитва.
Можно заряд магии сделать. Сразу 3 очка канала, я могу сразу магический удар долбануть еще. И снова услышанная молитва. Отлично. Вот, что тут нарисовано? А, ряд, линия. Все понятно, крест-накрест. Ясно. Ну ладно. Блин, 2 очка действия еще осталось. А че я вообще стою на этой ловушке, дурачок? Так, мы сейчас этого добьем, заразу, эту гадину. Конкретное существо 18, да? Дамочка у нас получит. Этого сейчас добиваем, надо отсюда уйти. Ух ты! Интересно, ты бьешь. Неважно. Зараза. Кстати, копье никуда не делось. Это хорошо. Что-то, по-моему, сдохнет он. При активации, нет? 30 уязвимости, 30% от 30. 30% от 30 это же у нас 10. А, ну это 33, 10. Ну 9, да, будет. Что, 39 всего урона получит. Ну, что маловато. А, плюс кровотечение, да? 7. 39 плюс 7. Тоже мало. 46. Ой, плохо, что вот это вот рисует, вместо того, чтобы точные числа говорить, сколько он получит. Ну, в любом случае, давай добивать. Ты чё? Я не посмотрел, да, что не добиваю. Что-то вообще расслабился. У него же на физику 50% точно. Ах ты ж зараза. Так, надо это. Жарко стало. Кафтан снять. Вот, блин, реально, когда думаешь, калории горят просто. Так что, ребята, если хотите похудеть, не обязательно в спортзал записываться. Просто садитесь играть в эту игру. Что нам карту вытягивать? Не надо нам карту вытягивать. Вот разъедающий с ядом самая тема будет. Все, теперь он точно сдох. Хотя он так и так бы сдох. Небесный пендель только остался. Ну зашибись. Сейчас еще ей прилетит.
Может, пока не тратить тогда? А, погоди, ей прилетит, и я тут же отхилиться смогу через круг очищения. Или неправильно? Хрен его знает. Вот эту бы вот карту перенести на следующий ход. И она же умеет. Да, умеет. Нормально все. Так, все, сейчас надо восстановиться, прежде чем его добивать. Что-то нифига он уже накопил 8 мощей. Еще и этого надо куда восстановить как-то. Так, ну он-то у нас уже заряженный. Что я тут делаю? Сдохнет. Так, вот, девица наша должна нормально отхилиться. Так, исцелять себя и соседних союзников на 8. Эх, куда не долечила. Не долечила. А так она нафиг убьет. Так убьет. Так и так убьет, короче. Так, надо тогда единичку, да, оставить. Ладно, фиг с ним, не буду я хилиться до максимума. Одинаково, в принципе, получено. Плюс 3 к урону от атак в ближнем бою. Чего? Что, 3 максимум? Я уже забыл. Так, похоже, этот карательный отряд ванайцев собирался тебя ликвидировать. Впрочем, тебе пока не ясно, действовали ли они по своей инициативе или же выполняли приказы кого-то еще более опасного. Пункт карты изменен. Враги благословлены на 5 очков бдительности. Магическая броня. Максимум ос. Понятно, вот здесь можно вообще не запариваться с осами. Так, давайте восстановим себе все, что было. Если, правда, вспомним, что там было-то у нас. Тут ловкость была. Так, здесь была у нас интеллект, наверное. Куда что тут было? А, вот это было, да, сохраняет карту. Да, все. Так, ну и левелапчики у нас по 1 очку есть. Кстати, что там со шмотом? Вот, можно вместо щита. Ах, хрен там. Ни силы, ни интеллекта нету, чтобы одевать. О, а если я вот этот меч заберу? Пофигу кому... А, и нет, ему самому надо кровотечение наносить. Десять сил у него есть. Ну, попробовать. Меч и меч. Там у него есть одно в поле навыков, один талант.
Прикольный, с мечами. Типа в двух руках, если меч. Только я не помню, где он. Вот. Парные клинки. При удвоении оружия дает 8 очков критического удара в начале хода. При удвоении оружия дает плюс 4 очка инициативы. На одну карту больше в конце хода. А здесь получается 8 очков критического удара в начале каждого хода. Вот вся разница. Вот это, мне кажется, круче. Для дамагера-то. Что нам эту карту сохранять? Парные клинки, только правильно я понял, да? Ну, вроде правильно все. Так, надеюсь, я все правильно понял. Трик урона от атак в ближнем бою. Вот оно ему вообще надо, нет? Ну ладно, не важно. Быстрый удар, кстати, он от чего? Подожди, не быстрый удар. Разрыв он от силы, зараза. Разрыв-то от силы. Не получится. Не получится. Этот выверт. Если только вот эту кидать. Вместо щита. Ну, почему нет? Нормально. Так, пойдет, давай смотреть, короче. Что тут у Куда можно взять? Ну как мне сюда попасть? Через уменьшение колоды можно пройти, можно попробовать, да. Что мы выкинем? Убрать из колоды один из указанных навыков. И все, что ли? Даже типа, которыми вообще не пользуемся? Давай магический град уберем. Что мы за это получим? Ничего? А какая разница? Что они не активны, что они убраны? Непонятно. Там что, ограниченное количество неактивных навыков может быть? А нет, уменьшилось количество карт, тоже хорошо. Так, кроветворное, вот мне одно из них можно выкинуть, оно мне нафиг не надо. Слабая, которая... Хорошо, оптимизировали колоду. В общем, все как надо, все по-русски. Так, у дамочки теперь посмотрим. У нее уже выход есть на двойные очки. Характеристик. Наверное, возьмем сейчас это дело. Ну да. Так. Здесь, если карту лишнюю скинуть, уменьшить размер колоды. Хорошее дело, не хорошее. Мне кажется, карта у него, в принципе, достаточно... О, вот сюда надо выйти. 2 ранга. О, отлично. Вот так, так, так. Отлично. Сейчас вот так пройдем. Быстрое убийство 3-го ранга. 60... О, наконец-то больше урона. Отлично. Повышение. 70 урона. Что-то 69 было написано, сразу 70 стал. Ой, что происходит? Так, идем. Деремся или нет еще? Вроде бы все раскидал. Все. Это мне не надо. О, а что у тебя одной картой? Не понял. Неуверенность. Что за неуверенность?
Так, надо одну карту добавить. А, я ж там перекидывал что-то, да, с оружия. А, щит я выкинул. Точно, точно, в нем карта была. Можно одну карту добавить. Скрытый клинок такой себе. Приманку что ли добавить, она стратегически интересная карта. Ну, либо вообще пассивку на себя закинуть, вот эту удачную возможность. Но она модификатор интеллекта использует такое. Ладно, давай, наверное, приманку используем все-таки. Смещение цели на одну клетку. Эх, была не была, по-моему, они все быстрые, по крайней мере, не топыри. Лучки, по-моему, не такие быстрые. Ой, сейчас они вперед меня начнут ходить. И загасят моего куда. Или не загасит. Или все будет хорошо. Не загасит. Снова те же лица. С той же инициативой. Ядовитая земля. На конкретных клетках. Отсюда надо будет выйти. Этот бьет только по прямой. Цель в самом дальнем ряду. Можно вообще сюда выйти, да? Тут жопа, что ли? Яд. Очки слабости на все цели, да? Все враги, которых он может дотянуться. Понятненько. Но это фигня, слабость фигня, яд. Мы, надеюсь, вернемся как-нибудь. Здесь вот эти 20 надо будет танкануть просто и все. Блин, только 15 есть. Любого могу ударить, классно. 135 урона, жесть. Так, а что босс-то делает? Пожиратель зарядов выбирает все заряды со всех существ в начале хода. 8 ИЗ. Ух, ты можешь его первым тогда долбануть, чтобы он с нас заряды не собирал. Попробуем его первым слить. Конечно, боссов бить нельзя первыми, но да ладно. Не понял, почему шпастая земля 2 очка действия стоит. Или она всегда так и стоила? По-моему, одно стоило. Как шоковая мина. Где мои имбо-карты, которые на добивание ни одна не выпала из двух?
Ой, дела, дела. И крюк не выпал. Все как нельзя не кстати. Ловушки в ряду. Накладывает уязвимость, накладывает кровотечение. Это ловушки после активации, да? Ну, шут с ними. Так, что у нас тут осталось? Еще одна карта. Это хорошо. Вот она, приманочка. Можно на босса сразу закинуть. Так, как нам правильно это сделать? Так. А чё он не сдвинулся? А, сдвинулся. Сдвинулся. Все нормально. Так, не забываем, надо отойти сюда. Ага, укоренение нельзя сейчас кидать. — 53 очка уязвимости. А кто его потом бить-то будет? 53 очка. Некому. Если потом укоренение и магическим ударом долбануть, это надо мне сюда отойти. Это я смогу ли зарядиться? Хрен его знает. Ох. Так, ну давай попробуем. Не, нифига не смогу. Не зарядился прям чуть-чуть. Крапулиночку. А, погоди. Я могу еще одно действие сделать. Опа. И зарядился, отлично. Теперь могу канал. Магический удар. Ах, все равно не добил гадину. Черт. Это все фиксы, которые леньки переводить. Которые лень переводить. Импровизация когда-то тоже 1 ос стоила. Угу. Понятно. Опа! Не получилось все снять, всю гадость с себя. Хрупкость осталась. Но, так как они все идиоты, надо просто отойти в лужу с ядом. Мы же не идиоты. Можно сюда отойти. А, тут сюда. Здесь только 16.
кроветворная у нас есть, так что нормально. Танкуем. Это все танкуется. Так, разрывы пошли. Разрывы шаблона. Зря, наверное, этого бью. Да, ничего, нормально пойдет. Что там, приманочка есть? О, даже не хочется никого никуда двигать. Ну давай передвинем, что нам. Все равно, я думаю, мы его сейчас грохнем. $118. Что за... Качаю. Нифига не могу с одного удара убивать. Ах. Ап. 54, отлично. Еще один ап. Броня крепка. Святой Дух. 2 одинаковых карты выпали. Опа, яд убрали. Че, никого хилить даже не надо? Во дела. Ладно, покопим. Но его нафиг не буду тратить пока. Подгорела задница у пацанов. Это хорошо. О, снял всякую эту фигню. Так. Чё там? Этот по прямой, этот бьет существо в самом дальнем ряду. Вот этого, короче, добить надо, а он сам сдохнет. Угу, этот сам сдохнет, на этого можно внимания не обращать. Так, занимаемся другими ребятами. Остальных добиваем. Можно очки стратегии припасти. Не тратить пока. Если я, правда, все правильно рассчитал. Что, наверное, дамочке надо дать походить. А, как ты ей дашь? Он сейчас сдохнет. Блин, и хочется, и колется. Давай вот так добьем. Какая нам разница, как? Чё так альфонсы много опыта дают? Подожди, ему дали меньше всех. А как он по уровню начал опережать? Я ничего не понимаю. У Куда больше всего опыта было? Уровней. Нифига не понял. Ну да ладно, все равно молодец. Чего жаловаться. Так, опять зараза уровни дали, да? Опять мудрить.
Опять думать, чё, куда, кого пихать. Так, здесь по-любому вот это берем. Чего я, куда тут шел? Ничего не помню. Может быть, эти к хилам каким-нибудь? Вот это можно отточить. Так, получить модификатор сохранения. Остается в руке в конце хода. Можно сбросить в свой ход. Шанс 20% получить одно очко действия при использовании. О, вот это вот интересно. Называется волна. Плюс одно очко действия. Ну, сохранение это... Остается в руке в конце хода. Если мы его не заюзали, или в любом случае. Наверное, если не заюзали, да? Вот это мне больше нравится. Ну, 20%. Что-то мало 20%. О, погоди, а мы, может быть, золотую можем улучшить? Нет у меня ее. Золотую нельзя. Ладно, пусть будет. К черту это. Что она у меня останется после хода, нафиг мне это надо. А, вот сюда же я шел, да? Блин, я ей опять нифига инициативу не дал. Так, ранг навыка. Быстрое убийство, второе заточить или шипастую землю затачивать начинать. Давай, наверное, быстрое убийство все-таки заточим. Опа, хорошо, еще одну сеточку дали. Потом посмотрим, когда левелап получим. Так, что я хотел? Идем дальше. В зоне можно найти магическую броню. Максимум ос. Враги благословлены на 5 очков бдительности. Отшельники. Как-то у Хилки неоткрытый талант очень далеко. Как ты так поставил? Чё? Ты про вот этот, что ли? Так я не ради него. Я ради вот этого. Святости золотой. Или это не золотая? Короче, я не знаю, зачем я тут ставил. Сложный вопрос, это было давно. Что было давно, я уже ничего не помню, что я так делал. Наверное, вот ради вот этой фигни делал. Карту. А, да, я ж тогда карту искал, эту, на хил, круг очищения. Вот, я ее нашел. Все, мне она больше не надо. У меня же у нее вообще ни одного хила не было. Поехали. Вот, кстати, плохо. Если в игре лениво там перебрасываться, да, то есть тасовать колоды перед боем, под бой подстраиваться, если вот лениво начинается что-либо делать в игре, то это уже плохой признак для игры. Так, что она? Ух ты ж, так у нее инициатива почти нормальная.
Надо вот этого просто замедлить, дяденьку, и все. У нас там замедлялка есть у кого-то. А этого надо убить. Че это он? Характеристики улучшает сам на себе, сам свои. Офигел, что ли? Сейчас мы его начнем убивать потихоньку. А погоди, что там у меня с ловушками? Есть ловушки. Вот теперь можно активировать. Что скинем? Вот это, наверное, да, быстрое убийство скинем. Ни черта нам не нужно. 127. Эх, жалко, не добью. Так бы еще шоковую мину бы поставили. Может, импровизации повезет что-нибудь вытянуть. Нифига не повезло. $127. Я вот что думаю. Может быть, нам вот так сделать? Ну-ка, давай попробуем. Нестандартно походим. Нифига не выпало, да? Есть спусковой. Вот что я ждал. Чтобы карта вылезла нужная. Спусковой крючок. Правда, зачем мне это? Ну ладно. Пойдет. Больше это урона или нет, не знаю. Нормально. Зато весело. Карты поперебирал. Можно еще импровизацию попробовать. Но вряд ли мне повезет. Блин, кольцо прям для Куда вообще. Идеально. Он постоянно сбрасывает с себя гадости в начале хода. Вот, медлительность накладывает. Кстати, вот что я хотел. На кого? Вон того дальнего дяденьку. Ах ты же, зараза, дальний дяденька слишком далеко стоит. Посмотрим, инициативу у него уменьшится. Нет, сейчас у него 30. У нашего хиллера 29. Сейчас у него 30, у хиллера 20. Ничего не поменялось. Нифига не понял, как работает медлительность. Да блин. У нее там брони никакой нету, да? Да, у нее вообще ее не бывает. Сейчас мы тогда вперед встанем, танканем. И ударим мал-мал. Так, крит зарядим, это тоже хорошая тема. Хотя...
Смотря что лень перед чем делать. Я перед одиночными боссами убираю АОЕ карты. Меняю на что-то полезнее. Перед событиями лень, так как не критично. Ну, кстати, логично. То есть не стоит овчинка выделки. Если чувствую, что и так затянешь, то, конечно, зачем? Блин, надо было, наверное, зарядиться сначала критом. А потом бить. Вот балда. Ну и ладно. Каждые 3 хода призывает на помощь подкрепление. Атакующий получает 3 очка урона в ближнем бою. Вредный гад. А подкрепление сколько штук? Каждые 3 хода. Может быть, его вообще первым надо было убить тогда. Так, спусковой крючок я вижу, а ловушки я у себя не вижу. Что у него карт до хрена? Где ловушки-то? Нету ловушек. Надо их найти. Вылезла ловушка. Так, раз ты у нас такой умный, будешь получать через спусковой крючок. Оба по первому долбит, гады. Надо добивать. Давай вот этого попробуем, что получится. Нет, нифига не получается. Он тоже еще 3 очка урона накидывает. А, так они все одинаковые. Так, но он сдохнет, да? В начале хода активируется урон. 10% защиты ему не поможет никак. Он сдохнет. Все отлично. Так что можно этого теперь бить. Блок особенностью. Чего? Что за нафиг особенность? Ничего не понял. Получил же кровь? Получил. Еще получил. А, я там ловушку, блин, сжег ловушку. Зараза. Чё, гвинт? Нет, нет, у меня вообще гвинта нету, я не играл в гвинт. Гвинт докачался. А, гвинт докачался, в смысле игрушка докачалась, гвинт. А что там? Ну, ты подскажи потом, когда поиграешь, понравилось тебе вообще для стрима, как она будет. Интересно смотреться или в нее интереснее просто играть. Игры разные, не все для стрима подходят, видишь.
Некоторые игры интересны, слишком сложные, допустим. Интересно смотреть, как стример сам парится. Или просто веселые там, типа экшены. Сидишь, смотришь стрим как фильм. Тоже нормально. Вот я у Антика смотрел «Нет места для дипломатии», что-то такое, не помню, как она по-английски называется. Сам я в нее бы играть не стал, потому что она сложновата, там быстро надо все тыкать против людей. А я люблю подумать, ну вы заметили, да, наверное, все. Я люблю потупить. Для меня игры с людьми это не... Это если в танчике только. Вот, ее смотреть зато прикольно. Как кто-то играет. Так. Все, заряжаемся. Заряжаемся. Сделал он мне больно, гад. Что-то мало я ему урона вообще наношу. Ну вот опять. А, нормально, я сохранил. Так, теперь еще вот эту можно кастануть, а потом магические удары применить. Куда ее, наверное, сюда кастанем? Вместо них бы вот эту, блин, святой мощный вот этот удар, который у меня серебряная карта, тоже от канала. Взять еще. Было бы актуальнее. Это что такое было? 3 раза аж ударил, гад. Это что за чит был? За каждый ряд до цели. Чего? В смысле? Он тут один ряд только до цели был. То есть он должен был 44 урона нанести. А, ну да, так и получилось, да? 21 по счету и что там, 23 урона в носяру. Ну, что-то, наверное, так и получилось, не знаю. Ой, гадский, мерзкий. Сейчас будем тебя добивать. Добивать тебя надо, добивать. Гадости я на него уже навешал выше крыши. Царапал, скотина. Живучая тварь какая, вообще жесть, хрен убьешь. Так, сейчас тот будет ходить, ну на того мне пофигу. Не знаю, зачем я это сделал, просто так. Блок особенностью. А, ну, зато общит он меня царапает. Вот, небесный разряд был мне вместо вот этих магических ударов. Это 34 урона огнем наносит. Этот 37, плюс еще и уязвимость накладывает. Та же самая стоимость, все то же самое.
А, еще и в любую точку карты долбит. Даже в этого. Ну, а это в того не ударит. Офигенная тема. Сейчас сдохнешь уже. Так он не сдохнет, он еще мне сейчас даст. О, так надо это, просто закрыться точно. А ну-ка прячься под юбку. Мужик. А, ты вон как умер. Ну, я так и планировал. А почему YouTube через VPN? Тут это где? Чего? Морской бой и шахматы. Там тоже от удачи ничего не зависит. Или ты про чё? Или ты про гвинт? Надеюсь, что гвинт норм. Тут скорости как в 90-х и YouTube через VPN. Что-то скачать целая эпопея. Чё YouTube-то через VPN? YouTube через VPN нужен только для того, чтобы эти подгружались. Ярлычки эти, значки. Всяких там этих людей, которые там сидят. Дипломатия и что-то там. Я краем глаза видел, но то не мое. Слоупок, мне что-нибудь пошаговое надо. О, я тоже слоупок. Джов, потому что на оккупированной территории. Или освобожденный, я хз, не говори, блядь. Там черт ногу сломит. Кто как. Чё, при чем тут крем, я не понял. Ну ладно. Так, чё тут, как бьем-то? Этого убьем, попробуем сейчас, я думаю, да. Последний ходит, тем более это нам вообще никакой опасности не представляет. Что все, по-моему, это их песенка спета. Ага, а что я не могу до него достать? А, я не то делаю. Короткорукий. Лови. Еще можно сделать гадости какой. О, 0 очков я потратил на передвижение. А почему? Наверное, у меня какой-то артефакт еще на мне висит. Не знаю. Что такое ловкое обращение? Хрен его знает. Тут тоже ничего такого нет вроде. Чё такое? Хрен отсюда. Так. Короче. О, еще опять 0. Ты смотри, что. Вот единичка стала на передвижение. Ну, нам не надо. Что-то хочу кровь на него. А ну хотя так, наверное, добьем и так быстрее. Да.
Гад. Мерзавец, как ты посмел вообще девушку обидеть? Исцеляет цель. А, крест-накрест. Ух ты ж, зараза. Исцеляет всех. Вот и другое дело. Ну, по-моему, она очень хорошо хилит. Прям вообще огонь. Критов он себе 56 набрала. Еще и пацанам немножко отсыпала. Че подошел-то? Блин, я все очки стратегии просрал. Ну ладно. Бывает. Так, подошел. Че мне, как-то его надо убить, не трогая? Как-то надо по-хитрому. Либо броню на себя накинуть. А у него что-нибудь есть такое, блин? У ворот. Ой, у ворот. Куда 2 уровня получил, молодец. Теперь Альфонсо меньше всех получил опыт. С 1 к ловкости нам это не надо. 2 проверкам на интеллект. Количество ос, получаемых при розыгрыше карт, на 5% больше. Ух ты! Но, по-моему, у нас не у всех пояса есть. Так что подойдет. Еще и проверка на интеллект удачно попала. А вот и банка подошла. Так, и что там, капюшон был на ловкость? Не надо нам, у нас есть свой. С блэкджеком и шлюхами. Так, все, здесь мы походили. Ох. Так, что тут у нас? Прокачать-то можно. 2 пункта можно открыть. Так, давай сразу у нее инициативу откроем, пока я не забыл. Пока вспомнил. Инициативу. Плюс 3 очка. Вот эту взять. Лучше куда-нибудь ближе к... Вот сюда. Ой. Блин, тут ХП. Во, вот сюда. Ближе к краю. Потом через ранг можно будет пройти. Так, ну давай смотреть, что тут есть. Так. О, золотая святость есть. И инкрустация таланта 3-го ранга. Круто. В общем, все идентично. Меняется только школа магии. Ну давай смотреть. Святая форма заклинания заново применяет все использованные тобой в этот ход заклинания со святой меткой. Поражает случайные цели. У меня там, по-моему, всего одно святое, что ли, заклинание. Вот эти тоже святые магические удары. Ну нафиг, я их выкидывать буду все равно. Вот святая, небесный разряд. И все. Нафиг такую карту. Что там еще есть? Так, небесный гнев, прокачиваемая, наносит 53 очка огненного урона, накладывает 17 очков шока и ожога. Святая. Огонь, молния, заклинание, атака. В любую точку карты бьет. И опять же собака требует очки стратегии. Они все требуют очки стратегии. Так, баф прокачиваемый увеличивает макс очков канала на 2 за каждое использование в этом бою. Карту исцеления дает 3 очка мощи и 3 очка бдительности. Вот это вот интересная тема. У нас как раз хиллер
который наносит урон, ему очки мощи как бы пойдут. И он использует исцеление. И ему канал не помешают. Очки канала. Так вот я не понимаю, зачем нам этот максимум, если всего три этих. Короче, непонятно. Чем нам больше 3 очков канала? Ну ладно. Так, получай очки критического удара. Это не прокачиваемое, не люблю такое. По числу восстановленных в этом бою очков здоровья вытяни карты 2 будет получено. Так, понятно. 1 раз за ход. 2 карты вытягиваем и критический удар по числу восстановленных очков здоровья. Интересно. Раздача. Ну, интересно, конечно. Вот эта карта крутая, сияние, небесный гнев. Ну, так себе прокачать, если ее только... Да, вместо молота этого пойдет. Но она не требует очки канала еще, тоже, наверное, хорошо. Так, а здесь у нас что? Ух ты, Хай Гитлер какой-то. А, это наоборот рука. Мне казалось, вперед там. Ой, это что такое вообще? Фиксированное. Превращает очки мощи в очки канала. Зашибись. Мне это вообще никак. Все союзники получают 2 очка блока. Опять же, блин, ценность не та. Бастион. Ну, не ценность, а очки использования. Очки стратегии требуются. Бастион. Прокачиваемая защита. При следующем ударе снижает все типы урона на 50%. Очищает от проклятия, удваивает твою броню. Ай. Это танка делать надо. А, плюс это красное, да? Тут от силы модификатор. Но это тоже от силы можно не смотреть. Короче, тут не особо есть что смотреть. Так, от интеллекта. От силы. Лучший модификатор. Угу, круто. Вот эта услышанная молитва у нас уже одна есть такая. Нормальная тема. Воскрешает павшего в бою союзника. Вот эту я, кстати, хотел, да, ее выбить. Дисциплину нафиг надо. Ух ты ж, спасение, 3 очка стратегии требует. Да вы задрали. Короче, нет. Я ничего из них не хочу. Ну давай вот эту попробуем выбить, спасение. Так, вот эту. Да мне надо что? Чтобы открыто было с этой стороны и с этой. Вот здесь, да? А, у меня все, да? Кончилось. Как так? Что-то нафига я тогда думал вообще? Блин, я столько думал, я ж потом забуду все, что придумал. Так, что у нас тут? Золотые карточки. Ну давай глянем на ловушки. От ловкости что тут есть? Интеллект, сила. Так, вот это от ловкости. Шоковая мина у нас такая уже есть. Так, а на кровотечение тут нифига нету, да? Вот это вот интересная наживка. Нет, ничего интересного здесь нету, кроме шоковой мины. Так, это я вот этого саботажника посмотрел. Так, убийство есть еще и уловки. Но уловки, по-моему, там тоже не особо что-то есть. Пассивное дает 1 очко действия за каждый сыгранный метательный кинжал. А, ну вспомнил я. Да, у нас метательных кинжалов нету. Любитель ножей тоже под них, по-моему, что-то там.
За каждое очко проворства. Всем целям. Массовый урон. Ну да, за каждый метательный кинжал в руке. Пагубная бомба — это интеллект. Расход всячки яда тоже нету. Нет, это, короче, нам уловки не нужны. Убийство, значит. Покушение. Вот она. Хорошая. Круто. Вендетта крит сохраняет. Вот то, что я постоянно просираю. И карты я часто тяну. А, тут интеллект. Блин, вот эта секретарь ремесла, конечно, крутая, но, блин, она от интеллекта. Ее, конечно, можно переделать под ловкость, если вставить в предмет и предмету руну, по-моему, зеленую воткнуть. Там что-то такое было, да? Ладно, давай попробуем покушение выбить. Тем более оно за очки стратегии. Ему как раз это не помешает. Ну и как нам к покушению? Вот через эту сторону надо зайти. Ага, у меня нифига такого открытого нет. Если только через верх заходить, через ХП. Я вообще вот это хотел еще открыть. Тут потом изучать навык не особо-то хочется. Ну да, через ХП придется заходить. Ловкости добавим. Так, ну а у Куда что у нас? Что тут у нас готовенькое? Что-нибудь есть у нас повышенное ОД. Сейчас мы сюда идем. Так. Точить навык. Что, нечего оттачивать? Да ну нафиг. О, кровавое копье давай, точно, точно, золотой. Че это? Че это я не заметил-то сразу? Так, исходные показатели увеличены на 35%. Это что значит? Копье будет мощнее бить. Так, убрать модификатор сохранения. Не сохраняется в конце хода. Исходные показатели увеличены зато на 50%. Бонус к характеристикам статуса увеличен на 25%. Че? 52 стало. 46. Да ну нафиг, пусть с сохранением. Че нам? Тем более, все равно непонятно, как оно работает. Так, это сделали. Открылась сеточка. Так, а я не понял, у него еще одно очко осталось. Тогда очки действия. Возьмем сеточку, потом посмотрим. Хорошо. Все вроде прокачал. Давай драться. Или что там делаем сейчас? Деремся. Тут лошары. Слиться не должны, вроде как. Сейчас подеремся, потом халява пойдет. Сейчас плакать буду, сам игру не играл. Такое ощущение, что каждый раз дар меня спрашивает. Так, кровопускание. Все по стандарту. Ой-ой-ой-ой, что нам надо вверх убегать или куда? Что делать-то? Эта скотина еще сейчас ходить будет. Дамочка нас ничего не успевает никуда. Существо в дальнем ряду. Угу. Так.
Дамочку надо сменить. Если союзник той же расы атакует цель в твоей линии, атакуй ту же цель, нанеси 12 очков урона. Союзник той же расы атакует цель в твоей линии. То есть, если вот этот паук атакует меня, ну или вот этого, да, то и этот паук будет бить. Надо что-то делать. Надо этого паука наверх перекинуть, тогда у него не будет цели в его линии. И что в самом дальнем ряду? Жесть. Чего вы такие сложные-то? Началось. Так, хиллера сначала прикрыть. Что-то такое себе прикрытие. У меня он нифига не сможет. Ой, спрятаться от противников. Опять же босса надо первым, короче, гасить и вообще без вопросов тут. Под босса еще огненный столб. Ох, не знаю, как у нас Куда все это вытерпит сейчас удар. Но кроме него некому терпеть. А, конкретное существо. Понятно, только 23 урона он будет получать. Шел вон. Холоп. Офигеть, 2 очка. Так, 2 очка и механизм спусковой можно активировать. Разъедающую штукенцию. Все равно я его не убью, конечно, но хотя бы покалечу жестко. Как насчет брони-то у меня? Я сколько там выдержу-то? Два очка беззащитности, укоренение накидывает. Еще я щиты не смогу накинуть. Это еще и кровотечение накинет. Гадина. Ой, что-то жопа какая-то вообще. Сюда надо встать, что ли? Да, нам сюда будет перебраться. Шоковая мина.
Ох, не знаю, что-то понатыкал, непонятное. Надо было просто ударить, наверное. Эх, чуть-чуть не хватило. Долбануть. Ну, вроде разрулил. Сейчас мы босса грохнем, и все, и проблем не будет. Ему тут жить осталось 5 секунд. Все, босс сдох. Так, а нам-то что делать? Так, давай зарядимся. В смысле? Блин, зарядился, называется. Так, этот сдохнет. Это 22 урона и 6 очков кровотечения накинет. Вот это плохо. Как-нибудь от него избавиться еще бы. Мы его особо передвигать не умеем. Тогда его просто убить надо. Как вариант. Яды всякие накидать. Если цель убита, блин. О, кстати, я же могу верхнюю цель убить. Нафиг, шоковую мину не буду ставить. Я, конечно, могу шоковую мину, потом приманку на эту. На приманку его сдвинуть. Мне кажется, и так нормально. Сейчас мы долбанем, она ходит последняя. Хиллер добьет. Так что будет все ок. Она и взорвется еще от шока. Все, четко. Минус 2. Осталось трое. Ух ты ж, 107. Круг очищения. Это хорошо. Так, а услышанная молитва, наверное, еще лучше.
Исцелять всех на 16, да, классная тема. А чё не сняли-то ускорение? Ой, укоренение. А, вот, наверное, моя карта, которая там это все снимает, гадость. Или у меня у нее нету такой. Блин, я уже забыл, у нее какая-то карта была. Это, видимо, я ее еще не добавил в колоду. Которая снимает все проклятия при использовании лечащих заклинаний. О, еще одно копье дали. Нормально. Ну все, он помрет от ожога. Отлично. Так, быстрое убийство. Эх. Снова не в тему все. Двое. Один. Ноль. Все, добили гадов. Да воды, нифига себе очков понадавали. Задолбали качать моих персонажей. Правда, я специально иду по этим путям, чтобы качать их. Ну как-то слишком прям легко, слишком много всего дают. Что за халява? Так, я тебе взял инициативу, я молодец. О, молодец, я молодец. Что я у тебя хотел? А, я вот эту хотел взять. Что я там хотел взять? Спасение, да? Вот это придется брать. Еще одну молитву. Пойдет, чё. Это она сама себя хилит. Вот что мне в этой карте не нравится. Где она, услышанная молитва? Вот она. Сама себе восстанавливает. Плюс карта исцеления появляется, правда. Это тоже хорошо. Правда, не 3, а 1. Из 3 выбираешь одну. А, ну да, можно сохранить одну. Все правильно.
Так, можно выкинуть, например, магический удар, который мне нахрен не нужен. Что, попробовать до сюда дойти, до инкрустации? В принципе, хороший путь такой. Ой, молитвы эти подкачать можно. Небесный разряд качнуть. Там золотая карта. Восстанавливает чуть больше и все. Ничего не меняется. Нафиг оно такое надо. Давай, наверное, разряд качнем. Да, вот эта тема. Тут хорошо качнулась. Так, закончились у нее очки. Тут я все взял, что хотел. Да, вот здесь же у нас появилось. Ух ты! Ну, давай смотреть. Нам надо от силы. От силы кровавое копье еще одно есть. А 2 нам что-то дадут? Что 2 будет? Вряд ли. Накладывают ожог. Но нам нет, нам надо на кровотечение что-то. Связанное с кровотечением все-таки. Эти все не пойдут. 3 карты. Только 2 карты, и из них только одна более или менее. Но такая уже есть, так что ну нафиг. Так, здесь у нас что? На силу. Или на что угодно. Так, 3 карты. Что тут? Накладывают вечную боль. Угу. То есть от кровотечения начнут урон получать. Равный 50% от наложенного проклятия. 4 хода. Ну, хрен знает. Что-то фигня, мне кажется. Ну, правда, прокачать можно. И стоит, кстати, очки стратегии. Это хорошо. Так, привязанное существо получает 60% урона, и любое проклятие, которое ты получаешь. Что значит существо? Привязанное. Проклятие Вуду. То есть я могу на любого противника кинуть, да? Заклятие, проклятие. Ну да, судя по значку, это вот передо мной, которые стоят. Они получат 60% урона, который я получаю. То есть я 40% получу, а они 60% получат. И все проклятие, которое я получаю. Ух ты, прикольная тема. И насколько долго оно длится? Вуду это. Пока существо не сдохнет. Непонятно, короче, как оно работает. Вот это плохо. Ну, с другой стороны, как разрабы смогли бы вместить всю информацию в одно? 4 строчки. Надо взять просто, наверное, попробовать и потестить. Целится в приспешника, на которого наложено проклятие Вуду. И тот мгновенно умирает. Хо-хо-хо! Жесть. Ну, все-таки да, правильно. Видимо, на противника можно его закидывать и потом этой карты добивать. Но это опять же комбинация, не связанная с кровотечением. Вот это плохо. Если вечная боль еще как-то используется, ну его нафиг. Давай вот это еще посмотрим, жатву. Так, тут интеллект. Требуется тотем. Создает тотем ярости. Каждые 3 Р. 3 Р. Что такое 3 Р? Когда ты накладываешь кровотечение, чародей получает 1 очко ярости. Одновременно может быть активен только 1 тотем.
Вот, можно тотем ярости взять. Ну ты, блин, еще и тотемы попрут. Черт его знает. С тотемами заморачиваться нет. Нам вот эти два как бы нормально бы пошли. Создает тотем силы ранга 1 каждые 3 раунда, наверное, когда ты... 3 раза, когда ты накладываешь кровотечение, все союзники получают 3 очка силы. А нахрена им очки силы? Одновременно может быть активен только один тотем. Союзники получают 3 очка интеллекта. Блин, это круто, если от одной характеристики играть. Вот как я вначале играл компанию. Вот этот тотем брать и все. Всем интеллект будут повышать. Когда я когда я кровь эту наношу. Кровавую. Ну нет, я что-то через тотем не хочу никак играть. Ну тогда что получается? Кровавое копье и темный огонь, все. Проклятие буду изучать. Вечную боль же я еще хотел попробовать. Ну давай вечную боль выбьем. Она, в принципе, более-менее такая самая нейтральная, более-менее нормальная. Ну блин, золотые карты, из которых ни хрен что выберешь. Зашибись. Так, берем вот эту тогда. Ну блин, тут негде присоседить, чтобы сразу активировать. Вот отсюда, если только. Усиливает, усиливает, усиливает. У медички как-то много карт на очки стратегии. Надо искать таланты и шмот на его прирост. На прирост очков стратегии? Да. Надо что-то думать. Либо убирать нахрен карты с очками стратегии. Ну а берег духа можно выкинуть. Это вообще бронзовая карта. Плюс на броню. Я от брони вообще не играть не особо тут ей хотел. От нее на хил плюс... вообще от брони круто играть на самом деле. Ну и так хочется от брони тоже поиграть. От всего хочется поиграть. Но народу катастрофически мало. Всего 3 человека. Один криты... Ой, кровь пускает. Всякую фигню с кровью связанную. Другой урон до жопы накидывает. Плюс ловушки. Третья хилит. Плюс урон кидать. Вот у нее как вариант от урона отказаться. И вместо урона хил плюс броню раскидывать. Вот. Вот это идеальный хилер бы был. Паладин. Не, ни хрена не паладин. Паладин еще и вдарить может. Вдарить и лечить. Ну да, вот она у нас сейчас как паладин. И вдарит, и полечит. Да, и тогда на удар убирать карты. И на броню добавлять. Ну, это я к чему вообще? Так, у нее убирать надо карты на очки стратегии, да? Ну, типа молитву точно убрать можно. Да не, у нее не так уж много. Заряд маны это отсюда идет. Ой, откуда у нее заряд маны-то? Из головы, точно. Отсюда. Тоже можно убрать карту. Молитву убрать, заряд маны убрать. Добавить вместо них карт на нормальные очки действия и все. Мне кажется, будет более-менее так равномерненько. Можно еще броню поменять на какую-нибудь другую броню. Ну блин, у нее, по-моему, в серебряных никаких броник нету. Ну неважно, короче, можно перетасовать. Попробовать.
Но это надо посидеть, подумать. Может быть, даже какие-то карты у меня уже есть. Нет, у меня тут отклонения всякие дешманские. Но они тоже бронзовые. Ну нафиг на бронзовые. Так, давай у нашего пацана посмотрим. Что бы такое взять крутое. А, во, мы же сюда идем, да? ХПшка ему взять. Пришлось брать, не хотел. Пришлось, заставили. Демоны. Ух. Ух ты ж, тут 2 битвы всего осталось. Отлично. Так, припасы надо пополнить в лагере. Замечательно, что мы тут пошли. Как раз 4 единицы припасов осталось. А мы еще что качнем? Губа раскаталась у меня, что-то что-нибудь качнуть. Так, завтра на работу. Угу, надо уже завязывать. О, слушай, может быть здесь и завяжем тогда? Да, качнуть здесь будет что? Угу. Ладно, на сегодня тогда завяжем. Потом продолжим. Как там с лайками наберем необходимое количество, 19 штук. Так и продолжим. Надеюсь, у меня сейчас проблемы все решатся, домашние мои. И смогу опять на регулярной основе выйти на стримы. Ладно, ребят, всем спасибо за компанию. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх. Пока-пока.